Здравствуйте, дорогие мои любители и ценители прекрасного. Сегодня мы будем говорить с вами о магазинах Duty Free, о простых людях, о гениальных идеях, ну и, конечно, о парфюмерии. Некоторые из нас выезжают в аэропорт, оставляя себе всего полчаса для того, чтобы пройти регистрацию, паспортный контроль и сесть в самолет. Другие, я их называю мечтатели и фантазеры, выезжают пораньше для того, чтобы заказать себе бокал игристого или капучино и немного пофантазировать, предвкусить момент полета и тех эмоций, впечатлений, которые ждут впереди. Третьи, скажем, более опытные путешественники, выезжают намного раньше. Как, например, героиня фильма «Женщина в золотом», которая выезжала в аэропорт за 4 часа до вылета для того, чтобы купить себе любимые духи и коньяк. Мы приедем за 4 часа до вылета. Да, но я хочу купить духи и коньяк в Duty Free. Я сама обожаю приезжать пораньше для того, чтобы погулять, посмотреть какие-то новинки, что-то себе купить, найти вещи, которые не встретишь в магазинах города, но которые хочется послушать, посмотреть, потому что это редкости. Для меня это несравненное удовольствие. Магазины Duty Free, беспошлинной торговли, какой-то такой парфюмерный рай, где хочется обязательно погулять. В какой-то момент я задалась вопросом, откуда вообще взялись магазины Duty Free. Ответ оказался простой, хотя довольно оригинальный. Это Ирландия. Во время Второй мировой войны поездки были временно ограничены, что, собственно, логично. Но когда война закончилась, обычные граждане стали летать и путешествовать по всему миру. И в 1947 году все трансатлантические рейсы между Европой и Америкой стали делать остановку в ирландском аэропорту Шеннон. Шеннон был построен в 1936 году как военный аэродром. После окончания Второй мировой войны его функции расширились, и он стал пунктом, где могли делать пересадку гражданские самолеты или местом для дозаправки самолетов, которые совершали трансатлантический перелет. Пока самолет проходил техническое обслуживание, заправлялся, пассажиры скучали. Они любовались сельхозугодьями, просто потому что ничего другого не было, слонялись по аэропорту. Те, кто взял с собой книги, журналы, быстро их прочитывали. Напомню, что интернета и гаджетов в то время не было. В общем, люди слонялись по аэропорту и скучали. Один предприимчивый ирландец, Бреннан О'Реган, заметил скучающих путешественников и решил попробовать предложить им товары, которые бы скрасили бы их, скажем, одиночество. И он открыл ларек, где стал предлагать путешественникам фермерские продукты. Яйца, ветчина, сыр, джем, баранина, виски. Яйца, представьте себе яйца в магазине беспошлинной торговли. Но вот фермерские продукты у него как-то не пошли, а виски взлетел. Тогда у Бреннана О'Регана появилась идея, что если предложить путешественникам товары, которые не облагались бы налогом. Как осуществить эту идею? Оказалось довольно легко. Он пошел в правительство Ирландии и предложил объявить зону аэропорта Шеннон зоной, не принадлежащей к государству Ирландия. И правительство согласилось. Так идея магазинов беспошлинной торговли начала свою эру. Виски и табак стали продаваться очень хорошо. А виски стоил в 3 раза дешевле, чем за пределами аэропорта. Поскольку не нужно платить налоги и пошлину, цены на парфюмерию, табачные изделия, алкоголь были гораздо ниже, чем цены в городе. И вот эту идею, которая у него, безусловно, удалась, эта идея стала шествовать по миру и распространилась по многим странам. Что интересно, что парфюмерия стала не сразу продаваться в магазинах беспошлинной торговли. Это случилось только в 1959 году, и парфюмерия сначала продавалась на борту самолетов. Первая марка
парфюмерная, которая согласилась продавать свои ароматы, была марка Carven. Аромат назывался Магриф. Успех сразу был невероятный, потому что аромат пришелся в ногу со временем. Он был очень свежий, зеленый, шипровый, легкий. Как раз тот запах, которого не хватало в тяжелое послевоенное время. Этот аромат Магриф известен не только тем, что он был первым, кто стал продаваться в зоне duty-free, но и тем, что его создал великий парфюмер Жан Карль, и создал он его в период, когда потерял обоняние. То есть он составлял композицию полностью по памяти. Это невероятный факт. За это Жан Карль называют Бетховеном парфюмерии. Какой еще любопытный факт меня удивил, так это то, что в то время продаваться в магазинах duty-free считалось непрестижным и несолидным. Марки просто отказывались. Но в наше время сейчас, если посмотреть на оценки экспертов, 22%, представьте себе, от всего объема продаж приходится именно на магазины беспошлинной торговли. Наверное, можно с уверенностью сказать, что каждая марка мечтала бы продаваться в магазинах duty-free. В июне 2021 года в аэропорту Пулково открылся шикарный магазин с нишевой парфюмерией. На торжественном открытии был приглашен вице-губернатор Санкт-Петербурга, директор аэропорта Пулково, генеральный директор компании Дюфрай Хулиан Диас. Компания Дюфрай – это компания номер 1 в мире travel-ритейла. У них есть магазины как и на международном вылете, так и на внутренних вылетах. Было очень много и гостей, и артистов, и была приглашена я была в роли консультанта, который помогал вылетающим гражданам подбирать и покупать себе парфюм, за что я очень благодарна компании Rexstar, которая меня пригласила на эту интересную роль. Сейчас, когда вы окажетесь в аэропорту, вы найдете для себя очень много интересного. Ну, помимо того, что там есть марки, которые есть в городе, это Jo Malone, это Guerlain, это Tom Ford, есть очень редкие, неизвестные марки, которые вы не встретите в магазинах. Например, моя любимая марка Philippe Parfum du Voyage, моя любимая Francesca Delora, House of Food, Мореск, много-много-много всего такого локального, неизвестного, но стоящего, чтобы обратить на них внимание. Помимо этого, можно встретить в аэропорту ароматы, которые уже давно не продаются в магазинах города. Например, Yves Saint Laurent Париж, целый букет роз. Например, Нина Ричи, воздух Парижа в очень красивом флаконе, созданном Рене Лаликом. Есть специальные предложения для duty-free, ароматы в миниатюрах, тревел-наборы. Это тоже все можно встретить только в аэропорту. Поэтому в следующий раз, когда вы куда-то полетите, оставьте себе время для того, чтобы погулять в магазине, просто как в музее, ознакомиться с интересными марками, с новинками. Я уверена, вы найдете для себя что-то особенное и что-то интересное. В конце я хочу отметить, что магазин беспошлинной торговли, который был создан Брэндоном Реганом в 1947 году в Ирландии, существует до сих пор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!